Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина обязательно придет в вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот знаете, у вас сейчас открывается довольно такой успешный период касательно финансов, сделок каких-то, перехода на новую работу, но абсолютнейший трэш у вас происходит в личной жизни. Это проигрывается и болезненное расставание, это глубокий осадок болезненный после расставания. Я не вижу женщины, которая могла бы быть, ну, реально вот дамой вашего сердца. Хотя у некоторых вот реально проигрывается, что есть такие небольшие романы, ну, либо же вы присматриваетесь там к некоторым таким дамочкам, которые вам симпатичны, чтобы с ними зароманить. Но это так, слегонца, это очень легко, это очень несерьезно. Это такие, знаете, ну, своего рода развлекательные истории. Но опять же делаю акцент у некоторых из вас, потому что вы, в принципе, вы на самом деле довольно серьезный мужчина, который рассчитывает больше на серьезные отношения. Вы вообще как-то стали в последнее время очень сильно включать ум, логику. Вы стали в чем-то жестче, в чем-то, знаете, вот даже могут появиться какие-то манипулятивные нотки. Если раньше вы этого не делали, то сейчас, вот закаленной жизнью, я думаю, это как-то даже связано с вашей тяжелой историей расставания с женщиной. После того, как вам сделали больно, но это реально закалило вас в жизни и в чем-то даже ожесточило. У вас есть друзья, в принципе, но я бы особо, наверное, выделила, есть один такой самый надежный друг из всех, вот с которым вы можете вот реально и в радости, и в горести, с которым, ну, вы готовы даже в разведку пойти. Это довольно надежный такой человек, который всегда подставит свое плечо. Вы такой человек, который, в принципе, знаете, вы не обделены талантом зарабатывать деньги. Вы умеете зарабатывать, в принципе, даже я бы сказала, что деньги у вас есть всегда. Единственное, что вы можете их раздавать, да, раздаривать, вот на подарки, там что-то покупать, да, скорее даже о себе думая как-то в последнюю очередь. Но деньги у вас всегда были, есть и будут. И даже у тех, кто сейчас есть какие-то проблемы с работой, да, даже вот если, допустим, вас уволили, либо же вы сами хотите уволиться, можете не расстраиваться, у вас деньги все равно появятся, у вас будет другая работа, вы с легкостью найдете даже где подзаработать. Так, что еще у вас проигрывается? Смотрите, также у нас вот получается, что, смотрите, как интересно. Да, больно, да, обидно, но может проигрываться история, когда есть своего рода ностальгия. Вот даже те из вас, у кого наклевывается, либо же есть такие вот легкие романчики, да, вот пытаетесь, может быть, познакомиться с кем-то, но все равно как-то это все не идет в сравнение с вашей бывшей женщиной. Вот все равно она у некоторых из вас остается довольно главной для вас. Вот вы еще не выбросили ее из сердца, она еще у вас глубоко в душе. И это еще может быть причиной того, что ну, не можете вы заново влюбиться, вот не можете. Я как-то рассказывала в своих видео, да, ну скажу для новых подписчиков еще раз, что мужская психология такова, что если вот вы, допустим, не забыли еще, не разлюбили до конца свою бывшую женщину, вы не сможете влюбиться заново. То есть, если одна женщина есть в душе и в сердце, вторая, ну там никак не поместится, понимаете? Это, ну, чисто ваши психологические моменты мужские. Только когда вы полностью сможете выбросить из души, из сердца, из мыслей, да, вот женщину свою прежнюю, только тогда вы сможете быть открытым для новых отношений. Только так. Некоторые, конечно, клин клином пытаются вышибать, но это будет вообще печальная история.
И те, кто советует, вот реально, да, бывают друзья, ну, советуют, вот давай, там, найди себе другую, забудешь свою бывшую. Это совершенно неправильная история, это очень вредный совет, я бы сказала. Это ситуация, когда несчастными будете и вы, и ваша вот эта вот новая женщина, которая будет в роли клина. Потому что, опять же, это та же самая история, что вы, еще не выбросив свою прежнюю женщину, идете в новые отношения, конечно же, никакого толка не будет. А это вот новая женщина, которая клин, так сказать, да, вот, она может иметь серьезные взгляды на вас, серьезные виды, да, может она полюбит вас, а вы будете ее всего лишь как клин рассматривать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому это настолько вредная история. Никогда нельзя вступать в новые отношения, пока вы не выбросили прежнюю женщину из сердца. Лучше как-то перемучиться, переболеть, перестрадать. Это нормально, когда после расставания люди проходят такой вот болезненный период. Это нормально, это все переживали. Ну, конечно, если была любовь, то это переживают все. Вот так вот. Поэтому, смотрите, хоть вы и ностальгируете, но что меня вот радует, у вас есть хоть какая-то капелька, да, вот назовем ее капелька небольшая, но капелька надежды все-таки на светлое будущее. Вы все-таки еще, ну, это где-то там, очень глубоко в душе, да, это пока может быть даже на уровне мыслей. Вот какая-то надежда, что вы встретите новую женщину, что вы заново полюбите. Вам очень хочется тепла, вам очень хочется любви. Довольно часто я это называю, вот, ну, как бы диагноз, да, острая нехватка любви. Но это как раз про вас. Вы очень любите женщин, которые за собой ухаживают. Вы любите красивых женщин. И, конечно же, вот почему-то вам хочется женщину, которая была бы немножко моложе вас. Ну, это, в общем, нормальное явление, да, потому что многие мужчины любят женщин помоложе. Даже выбирают нам... Боже, что ж такое? Холодного перепила. Даже некоторые, наверное, намного моложе себя выбирают, понимаете? Но вы, вот я вам скажу, вы все-таки таким же и будете, вот каким были раньше, вот даже с новой женщиной, вы будете таким же заботливым, внимательным, таким же любящим. Вот даже если сейчас, вот казалось бы, да, вы обозлились, может быть, да, там на весь белый свет, вам больно, обидно, да, вы жестче стали. Когда вы влюбитесь, это все. И даже вот впахивать будете, как раньше впахивали, чтобы зарабатывать денежку. Вот в чем вся печалька, да? Так, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше с вашей личной жизнью, да, и какая же женщина обязательно придет в вашу жизнь. Какая же женщина придет? Вот, вы снова будете любящим мужчиной, любящим и любимым. Посмотрите, у нас туз кубков, причем эта женщина ворвется в вашу жизнь. Вы посмотрите, суперские карты у нас выпали. Эта женщина будет судьбоносной. Это женщина, которую вы никогда уже, может быть, даже не ждали бы. Ну, как-то вот она появится в тот момент, когда абсолютно вы будете, ну, не настроены, что ли, не готовы, да. Как-то вот грусть, печаль, тоска еще будет присутствовать, но вот она так ворвется в вашу жизнь, что вы даже, знаете, опешите в каком-то смысле слова. Это будет женщина более молодая, это будет интересная женщина, судьбоносная, как я уже сказала. Очень активная такая, она абсолютно не домосед. Но это не значит, что она гуляка. Она просто такая, знаете, вот живчик, она женщина-огонь, я бы ее назвала. Она любит активный отдых. Вы прекрасно понимаете, что некоторые люди любят пассивный отдых, да, полежать кто-то на диване, кто-то на пляже любит полежать. Ну, то есть такое, лежебока больше. А эта женщина... Она любит постоянно, знаете, что-то познавать, куда-то мчать, да, какие-то экскурсии, может быть, на природу, там, на море, еще куда-то. Ну, то есть, очень такой активный человечек. Я вам скажу, что вы даже будете с друзьями обсуждать эту женщину, в чем-то даже, может быть, советоваться будете по поводу этой женщины, да, вот как вам поступить, либо же вот стоит ли связываться, потому что, ну, уж очень как-то резко и неожиданно она ворвется в вашу жизнь.
Да, посмотрите, у нас сколько, вот 2 туза подряд. Вот она, эта женщина, привнесет абсолютнейшие перемены в вашу жизнь. Это будут кардинальные перемены. И знаете, вот почему-то у вас как будто с ней проснется вот тот мальчишка, который сидит глубоко в душе у вас. Вот тот мальчишка, который хочет, знаете, заботиться о женщине, хочет вместе с ней как-то вот покорять горы, да, высоты. Но это я утрирую сейчас. Тот мальчишка, который готов водить, там, я не знаю, по кафе, по ресторанам, ну, в меру своих возможностей, конечно. Вот именно какая-то активность проснется точно так и в вас. Она очень вам понравится, причем, знаете, вот хоть поначалу вы и будете в чем-то сомневаться немножечко, да, уж ну слишком уже врасплох как-то она появится, но это приведет абсолютнейше к взаимным чувствам, к любви, к отношениям. Причем это, знаете, вот ситуация, когда меняется полностью вот жизненный весь уклад, когда меняется абсолютно все в жизни, когда вот, ну, не хочется жить так, как прежде. Вот знаете, есть хорошая фраза, как раньше уже не будет, да, вот как прежде уже не будет. Вот это как раз эта самая история. Женщина, которая, знаете, вот она такая довольно правдолюбка, вас даже это как-то немного удивит, это даже в чем-то вам, знаете, даже поможет вот в каких-то ситуациях, вот вы будете удивляться, она настолько себя ведет как-то вот, ну, по-честному, что ли, да, вот вы привыкли, что женщины такие манипулятивные особи, женщины такие, ну, как называют некоторые мужчины, довольно коварные, женщины могут неверные быть, а это, ну, как-то вот будет вас именно своей какой-то искренностью, чистотой, порядочностью покорять вас. Так, вот единственное, смотрите, у вас еще может присутствовать страх, что ее может увести какой-то более молодой мужчина. Но можете не сомневаться, что абсолютно здесь не нужно переживать, да, это чисто выдуманный страх, она не собирается никому изменять, она не собирается предавать, но вы себя любите накручивать. Это одна из тоже ваших таких, ну, не очень хороших, что ли, черт. Это будут отношения очень теплые, очень такие вот тактильные, я бы их назвала, да, когда хочется прикасаться, когда хочется, знаете, вот постоянно как-то там вот эти все обнимашки, целовашки, когда ты вот держишь человека за руку, и тебе уже хорошо. Это, знаете, тот уровень близости, о котором многие мечтают. Вот именно когда человек просто находится рядом, и тебе уже классно. Знаете, вот эта женщина подарит настолько вот какое-то ощущение спокойствия, стабильности, стабильности в душе. С этой женщиной вы будете, знаете, вот, ну, вы почувствуете себя каким-то вот, ну, даже силачом, да, вот как-то воспрянете духом, воспрянете вот вообще как-то и внутренне, и внешне, да, вы начнете больше за собой ухаживать, потому что женщина моложе. И чтобы ей как-то вот соответствовать, да, вот начнете, может быть, даже кто-то из стиль одежды поменяет, кто-то, может быть, прическу поменяет. Ну, вот в таком духе, да, вы начнете больше, лучше за собой ухаживать. Вам просто захочется, знаете, даже как-то выглядеть моложе рядом с этой девочкой. Ну, такая вот какая-то интересная трансформация с вами будет происходить, что, ну, будут удивляться, я думаю, даже ваши друзья-приятели, что вот смотри, какие перемены с тобой произошли. Вы будете большой ревнивец, вы и так, в принципе, ревнивец еще тот, но будете очень сильно, конечно же, ревновать эту женщину. Да, вот почему-то у вас идет страх именно вот молодые мужчины, да, вот постоянно будете ревновать, и не дай бог, особенно кто-то молодой там даже посмотрит. Ну, то есть, смотрите, карта потрясающая, женщина потрясающая, да, у вас идет полное обнуление вообще вашей жизни, и вообще вот по шуту у нас идет жизнь с чистого листа, причем как-то, вот знаете, вот по шуту как раз нами говорит карта о том, что
Это новый жизненный этап, это вообще как бы обнуление вашей жизни, это все заново. Новая женщина, новые отношения. Вы будете как-то более легче идти по жизни, да, вот как-то сбросите с себя груз прошлого, не будете как-то заморачиваться в вот этих всех воспоминаниях, ностальгиях, которые у вас были. То есть это абсолютная трансформация вашей жизни. Эта женщина реально ваша таблетка от одиночества и таблетка, которая вас вылечит от той депрессии, если у кого была, от печали, да, от каких-то вот мыслей негативных. Но это ваша реально палочка-выручалочка, которая появится в вашей жизни и подарит вам счастье, любовь и покой. Вернее, покой она особо не подарит, но покой в таком смысле, что переживать вы не будете, да, а вот именно внутренний покой, да, вот гармонию, равновесие, такой вот кайф, да, вот ощущение какой-то радости и умиротворения, вот в этом смысле. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!